Итак, дорогие друзья, большое спасибо, что вы пришли сегодня к нам на наш литературный вечер. Сегодня у нас особенный день. Это завершающее мероприятие, посвященное книге «Цепочка памяти». Главный редактор Юрий Одессер. Мы надеемся, что книга эта выйдет к апрелю будущего года. Хочу сказать несколько слов о том, как вообще появилась идея этой книги. Несколько лет назад, может быть, 2-3 года, мы с Галей Жарковой выступали на митинге, посвященном годовщине «Погромной ночи». Организатор этого митинга попросил нас рассказать о наших родителях и о наших предках. Мы согласились. И наше выступление произвело очень сильное впечатление на немецкую публику. После этого мы подумали, как важно знать и помнить истории своих родителей, дедушек и бабушек, тех, кто прошел фронт, пережил эвакуацию, репрессии, тяжелые послевоенные годы. В судьбах наших близких история всего нашего народа. История боли, мужества, любви и веры. Так родилась мысль собрать эти воспоминания, чтобы сохранить их для наших детей и внуков. И на наш призыв откликнулись многие. Каждый хотел рассказать что-то свое, иногда трагическое, иногда светлое, но всегда искреннее. В нашу книгу вошли рассказы, написанные от руки, присланные по электронной почте, а те, кто не мог писать, сам просто рассказывали, и мы записывали их слова. Наш техник Дима сделал фильм, чтобы сохранить все эти голоса, и потом весь материал был оформлен в виде книги. Редактировать эти тексты было непросто. И здесь огромная благодарность нашему редактору Юрию Одессеру. Он сумел объединить все эти разные истории, сохранив их живое дыхание и индивидуальность. За время работы над книгой мы провели несколько встреч с поэтами, художниками, режиссерами, музыкантами. Эти вечера стали не просто презентацией, а настоящими праздниками памяти. И сегодня у нас есть радостная возможность предоставить слово главному редактору этой книги Юрию Одессеру. Спасибо вам всем огромное за внимание. Мы начинаем наше мероприятие. Сейчас мы предоставляем слово Юрию Одессеру, и, конечно, он будет говорить по-русски. Да. Спасибо большое. Дорогие друзья, это замечательно, все, что мы собрались. И о чем-то поговорим. О книжке мы в целом говорить больше не будем, потому что больше, чем достаточно, сказала Жанна. А когда она, дай бог, выйдет, тогда мы устроим большой, съезд и авторов, и читателей, и тогда будем говорить о книжке. Все, пожалуйста. 1, 2, 3. Слышно лучше? Да, слышно. А вы можете о себе рассказать немножко? Минуточку. Спасибо. Давайте договоримся таким образом сразу, что вопросы, которые могут возникнуть, а я надеюсь, что они возникнут, потому что здесь достаточно много всяких неожиданных вещей, когда я буду читать, рассказывать. Но запоминайте свои вопросы и будем их обсуждать в конце. Это первое. Второе. Значит, немецкого перевода устного сейчас не будет, а он будет на экране. И еще будет сейчас запись, стал быть, всей нашей встречи. И когда она закончится, она будет обработана, и будет возможность разослать ее тем друзьям, тем желающим, которые не смогли сегодня прийти. Сегодня воскресенье, и я имел достаточно звонков и обещал, что они все это услышат. Так теперь
Теперь мы начнем. Начнем очень издалека, совсем издалека, вот, с самого верха, который вообще только возможен, это, как нам всем известно, что вся мудрость и суть еврейского народа заключена в Торе и в первую очередь в ее ядре, в главной части, в заповедях. Заповедь о почитании родителей стоит перед всеми этими ограничениями. Не убей, не укради, не прелюбодействуй, не выжелай, не клевещи. На первом месте стоит заповедь «Почитай родителей своих, папу и маму». Да, нужно знать, кто они были и как они жили. Эти знания мы находим в этих самых легендах семейных, о которых мы сегодня и будем говорить. Вообще и особенно слушать своих родителей. О чем они там говорят. Тем более, что все это подчиняется такому глобальному закону, который звучит «нет пророка в своем Отечестве». И это касается семьи в первую очередь. Даже Иисус Христос, у него были конфликты с кем? С родственниками, с мамочкой, с братьями и прочими. Вот они его просто такие считали каким-то проповедником, сумасшедшим. И это, пожалуйста, можно прочитать в Завете, в Новом. Ну, ладно, к Иисусу мы еще и вернемся. Вот. Ну, начнем. Это, значит, было предвступление, теперь настоящее вступление. Вот. Я жил в двух семьях. Значит, в своей семье, в семье своих родителей и в семье, потом, когда женился, много лет жил в семье моей жены, Эллы. Фамилия у нее была Кирик. Почему я об этом говорю? Потому что дальше это будет первостепенно важно, как она звучала, эта фамилия. Так вот, есть такое правило, есть такая закономерность, есть такое явление, что явление географическое чисто. Когда мы идем с юга на север, то шипящие звуки в самых разных языках переходят в свистящие. Ш превращается в С. И мы все знаем, что карандаш, на Hochdeutsch, все мы говорим «бляйштифт», а ведь раньше, в течение многих сотен лет, когда здесь говорили на местном диалекте, то говорили не «бляйштифт», а «бляйстифт». «С». И в России на севере говорят не черемуха, а циремуха. Не везде, но говорят. И теперь переходим к еврейской части. Это значит Соломон, как мы знаем, кто это и как это звучит. На самом деле он был вовсе не Соломон, а Шломе. Греки, они жили севернее, а потом и все европейцы, которые еще более севернее жили, вот, они стали говорить вместо Шлома Соломон. И идем дальше. Как звала мамочка Иисуса, которого звали на самом деле Ишуя. Это мы знаем по художественным произведениям, и теперь все это знают. Ишуя, Ишия. Она его звала как-то не Иисус отнюдь, она таких слов вообще не знала. Вот.
Она его звала, скорее всего, Шуя, или в России евреи говорят Шуня. И до сих пор, теперь мы подошли уже к материи нашего изложения. До сих пор евреи называют своих детей именем, ну так, сразу скажем, Соломон, Бог с ним, Иисус, который звучит Ишия, который звучит Шуня или Сюня, если Ша еще не перешла, уже перешла, вернее, в С. У меня были два родственника с двух сторон, по папе и по маме. Одного звали Сюня, другого звали Шуня. И никто не представлял себе, что это вот Иисус. Вот. Тем не менее, Сюня – это был веселый мужик. Ну, сейчас бы ему было уже где-то 100 лет. Он, к сожалению, уже не дожил до нашего времени. Был веселый мужик, он рассказывал, как он пришел получать военный билет перед войной, или в самую войну. Вот. И паспортистка долго изучала его имя, а он был по паспорту, по документам, Ишия. Значит, И, Ши, 7 палочек, и в конце Я. Она озверела и говорит: Илья? Он говорит: да. Да, он был очень рад, что все упростилось в его жизни. И действительно упростилось. Второй – Шуня. Шуня – это был мой троюродный брат, вот, которого я имел счастье видеть и слушать. Это где-то 50 лет назад, чуть больше, он нас посетил, нашу семью, вместе со своей женой Ханной, и он нам рассказал о том, что творилось в селе, где жили мои предки, его родственники тоже, эти одессеры, и как они погибли. Дело было, значит, в этой самой Юрковке, которая находится в Украине, где-то на полпути между Киевом или Жмеринкой до Одессы. И на счастье этого, так, условное счастье многих евреев, значит, это место было под оккупацией не немцев, а румын. И начальник всего подразделения военного был полковник румынский, который категорически сопротивлялся усилиям немцев уничтожить евреев. И вот однажды что произошло? А произошло, что этот самый начальник румынский уехал по делам из этой Юрковки, из этой деревни, и немцы очень быстро сориентировались, пригнали грузовики, погрузили туда евреев и двинулись уже. Но тут появился этот самый начальник, а этот Шуня, ему было где-то 14 лет тогда, как он рассказывал. Вот. И он же, его родной язык был идиш, и он понимал, о чем говорили на немецком языке эти самые два человека, румынский начальник и начальник немецкого подразделения. Они какое-то время говорили, а потом румын скомандовал зло
смирно выгрузить всех евреев и отпустить. Вот так они спаслись, к сожалению, на какое-то время. Вот. А потом этот самый Шуня, это, еще раз напоминаю, это короткое имя от Ишия или Ишуя, или Иисус. Он сделал дырку в колючей проволоке в заборе, взял двоюродную свою или троюродную свою сестру Ханну, и они пошли, убежали из этого места. Она идти не могла от слабости, они страшно голодали. Вот. И он ее взял, посадил к себе на плечи и нес 15 километров. Вот. И они остались живы, к счастью. Но все остальные евреи, тем не менее, погибли. Погибли моя дедушка, бабушка и всего порядка 20 родственников, включая маленьких детей. Вот в этой книжке я уже разместил фотографии этих детишек, которые приехали с мамочкой из Москвы на фрукты и на свежий воздух. Вот, смотрите на эту фотографию. Тяжело. Да, они поженились потом, этот самый Шуня и Ханна, и вот они были у нас и все рассказали. Вот, значит, у мамы, это Шуня был папин родственник, а у мамы, вот, кроме этого Сюни, о котором я уже рассказал, который, кстати, стал полковником, строителем здесь, там, в Советском Союзе. Да. У них было что-то то ли 6, то ли 7 детей, и старший из них был мальчик по имени Шик или Шика. И с этим Шикой произошла такая история. Вот верь в судьбу или не верь, сейчас я вам расскажу, что с ним было. Значит, это было где-то в 21-м, в конце или в начале 22-го года. Ему было где-то 13-14 лет. Вот. И вот однажды вечером, когда все были дома, больше не меньше, как батька Махно, Нестор Махно, он в это время, это была уже его, очевидно, последняя акция, с ним уже было всего-то несколько человек, и они, преследуемые красноармейцами, бежали за границу, а граница с Румынией была, в общем-то, не так и далеко. Вот. Они остались ночевать. Ну и, конечно, мамаша, моя бабушка, Хая, поставила на стол все, что только могла. Вот. И еды, и питье. И, как известно, вот мама рассказала, а я вот уже какую-то работу изыскательскую провел, по проверке, по подтверждению. Вот. Да, действительно, он хмелел с первой рюмки. Махно. И вот он выпил полрюмки, как мама мне рассказывала. Ей было 10 лет, она уже что-то хорошо, не что-то, а хорошо понимала, что происходит, насколько это можно было понять. Ну уж во всяком случае запомнила. И вот мне рассказала. Значит, он захмелел и стал куражиться, и вынул шашку, подошел к этому несчастному Шике, самому старшему, и сказал ему: хочешь, я тебе
сейчас голову отрублю. А все знали, кто это такой, на что он способен. И все затихли, и, как мама рассказывала, повисла тишина в хате. И кто его мог спасти, этого мальчика? Могла спасти его только мать. Она схватила первое попавшееся блюдо со стола и проскочила между ними, между Махной и сыном, и стала ему предлагать эту еду и хвалить ее, и отведайте, мол. Вот, значит, это трагедия, в которой первое действие закончилось, когда Махно махал шашкой. Вот. Нет, он пытается перевести. Короче говоря, Шика остался живым. Шика остался живым, но, как говорится, от судьбы не уйдешь. Утром эти гости исчезли, а через пару дней начался очередной погром, и родителей не было дома, хлопцы, соседи нагрянули в дом, дети в рассыпную, кто куда. И этот самый старший, Шика, он помчался к забору, пытался перелезть, у него не получилось, его схватили, увели. Пришел отец, мой дед, Держ, и пошел к соседям искать сына. Ему сказали: вот возьми свою шапку, наполни ее золотом и принеси ее нам, и получишь сына. И он взял эту шапку, высыпал все, что у него было, у жены, все, пошел по соседям, евреям, конечно. Вот. Ну, добавили там ему немного, но добавили. И он пришел к этим соседям, к хлопцам. Вот. И что? Отдал им эту шапку с золотом. Те взяли и выполнили свое слово, вернули Шика, которого они убили сразу. И они ему вернули мертвого сына. Вот такая вот история, почти греческая трагедия. Но греки такие трагедии изображали на сцене. В жизни у них редко было такое. А у евреев это было регулярно в течение сотен, а может быть, точнее сказать, тысяч лет. Ну ладно. Холокост сменялся Холокостом. Да. Теперь мы перейдем к следующей семье, уже не моей, а к семье моей жены. Вот. Это совсем были другие люди из другого круга. Если мой отец был крестьянином с детства, он, когда ему было 13 лет, я вернусь чуть-чуть назад, вот, чтобы понять вот разницу. Когда ему было 13 лет, они все заболели тифом, это был 18-й год, 1900. Вот. А перед этим они получили надел земли, и они могли его обрабатывать. Вот. В 18 году раздавали землю. Вот. Он пришел в себя, выздоровел первым, и вот, значит, едва держась на ногах после тифа, он должен был в течение 2 суток, а сеять нужно было в определенное время сугубо, и он вспахал и засеял свой семейный надел, и они в этом году с голода не умерли.
Это был мой отец, там еще были у него такие проявления крестьянские и рабочие. Потом он приехал в Москву и стал токарем. А потом дальше, больше, вот с кем-то я говорил здесь, вот, о том, что рабочих брали с производств и на высокие должности, чтобы они заменяли тех, которых арестовали и убили советской властью. Ну вот с отцом моим тоже что-то в этом роде произошло. Да, он мне рассказывал, он представления не имел, на чье место он встает. Да, так вот вторая семья, семья моей жены, бывшей, конечно. Вот. Фамилия отца была Кирик. Вот. Фамилия его жены, матери Эллы, Перельман. Вот я про папочку сначала расскажу. Я не слышу, что вы говорите. Фамилия была на букву К, Кирик. Да. Кирик. Да, спасибо. Кирик очень распространен. В этой фамилии, да, поэтому спрашиваю. Извините, Кирик очень распространенная фамилия, причем есть весьма яркие представители этой фамилии. Вот первый математик на Руси, в Новгороде, извините за выражение, в XIII веке, был человек по имени Кирик. Вот математик Кирик. И так далее, и так далее. Не будем, так сказать, распинаться. Там и деревни есть под названием Кирики, и много всего прочего. Вот. Значит, он, этот самый отец Эллы, Кирик, Владимир Иосифович или Вольф, а отец у него Иосиф был, отец у него был кантонистом, то есть он отслужил 25 лет в армии. Это было так давно, это еще было в XIX веке, вот, когда он служил, а родился, вот, Владимир Ильич, соответственно, в 5 году, как и мой отец. Вот. Стал быть, он приехал в Москву, поступил в институт, я не помню его название, сейчас они уже не существуют, такие институты, но, в общем, какой-то некий экономический институт, такой почти университетского плана, вот, закончил его, и тут началась история, которую я сейчас вам расскажу чуть-чуть подробнее. Его выбрали. Кто его там выбирал? ОГПУ или какие-то другие такие же органы? Для чего? Для акции, ну, которые, в общем-то, характер этих акций нам знаком. Значит, это было в 1937 году. Вот. Но он уже был большим мальчиком, в кавычках, то есть уже достаточно взрослым. Вот. И его выбрали для того, чтобы он сопровождал по Москве писателя Фейхтвангера. В чем дело было? А дело было в том, что, как всегда, советская власть, и в первую очередь режимом, этим кровожадным режимом, было очень важно, чтобы общественное мнение, особенно на Западе, вот как сейчас вот в израильской ситуации, когда Хамасу очень важно,
чтобы мнение в Европе было на их стороне. Вот. И это еще идет с тех времен, с 1937 года, и раньше было, да. Вот. Но что было в 1937 году? Они пригласили двух писателей французских. Андре Жид, это знаменитый писатель, Нобелевский лауреат, протестант, француз, который к евреям никакого отношения не имел, и еврей этот самый Фихтвангер. Фихтвангер, он был, да, еврей, он был великолепным писателем. Вот. Стал быть, Андре Жид был, ну, в общем-то, гораздо более антисоветчиком, хотя он был нормальным человеком, обычным, как и Фихтвангер. Они оба были нормальными людьми. И вот это их заставляло писать правду. В большей степени Андре Жида, в меньшей степени Фихтвангера, потому что тот был ливенький. Он относился к той группе западных деятелей искусств, которых называли полезными идиотами, Ромен Ролан и прочее. Фихтвангер. Вот. Мы не будем об этом явлении говорить. Это интересное явление. Если надо будет, поговорим в другой раз. Вот. Но Сталин с ним встречался. Ему очень важно было, чтобы этот самый Фихтвангер и Жид написали хорошо о нем, о Советском Союзе, о советском режиме. И в 1937 году вышла книжка. Вот все мы, ну не все, но кто-то знает об этой книжке. «Москва 1937 года», Леон Фихтвангер. Она у нас даже дома была, куда-то, к сожалению, с переездом делась. Вот. А на самом деле в самом начале была книжка с двумя авторами. Отдельно. То есть одно издание с двумя новеллами. «Москва, 1937 год». Андре Жид написал все, что он думает о них. Вот. А думал о них то, что было, что он видел. А Фихтвангер тоже написал, но он смотрел другими глазами. И что самое интересное, вот я готовясь к этой встрече, еще раз просмотрел, поступают все новые и новые сообщения, что Фихтвангер написал все позитивное, все хорошо, все сверкает и блестит, но есть один момент, вот культ личности Сталина. Его вызвал главный редактор и сказал: ну что вы, ну разве так можно? Надо заменить. И Фихтвангер заменил личность на слово просто обожествление. Вот, то есть тогда уже редакторы руководили авторами, и авторы подчинялись, когда они хотели и могли. И там было, значит, вставлено обожествление, но и это был криминал. И после выхода этой книжки вот как-то вот она разошлась, и все. Больше она не выходила до 1991 года. 1991. Вот. И когда она вышла, значит, перед тем, как она вышла, значит, к ним представили этих самых поводырей,
которые им показывали Москву, которые им показывали Советский Союз в Москве. И вот кто водил Андре Жида, я не знаю, а Фейхтвангера водил мой тесть Владимир Юрьевич. Почему выбрали его? Ну, во-первых, фамилия Кирик. Оказывается, у Фейхтвангера в нескольких произведениях есть действующие лица с такой фамилией. Но самое интересное другое, что если посмотреть на фотографии Фейхтвангера, то те, кто знают, кто знал моего тестя, они увидят его. То есть они были как братья-близнецы. Это поразительно совершенно. Ну, а потом это был просвещенный еврей. И еще, что очень важно, ведь в России, в Советском Союзе к тому времени уже очень хорошо прочистили интеллигенцию, мало кто остался, наверху вообще почти, ну, то есть на виду почти никого не осталось. И были рабфаки, то есть так называемое, знакомо, наверное, вам это слово, образованщина, а не образование. То есть людей учили, ну, во всяком случае, иностранным языкам почти не учили. И оказалось, что у моего тестя и у Фейхтвангера был язык общения. Идыш. И Владимир Ильич мне рассказывал, что вот они вот говорили на этом языке, он ему показывал, рассказывал все. Тот понимал, он знал очень много языков, и в том числе идыш. Когда я открыл всякую энциклопедию, вот сейчас, не так давно, вот, и прочие вещи, чтобы понять вот, детали вот этой встречи, ну, о встрече вообще ни слова, конечно, вот, но там было написано, что в перечень языков идыш не входил. Но я обратился к искусственному интеллекту, который якобы знает все, но он знает только то, это я уже нарвался на это не один раз, он знает только то, что написано вот сверху в энциклопедиях, в открытых книжках и так далее. Он мне ответил, что нет это еще он хорошо мне ответил, что нет объективных данных, что Фейхтвангер знал идыш. Ладно, я поверил не ему, а поверил своему тестю. Ну, как-то с кем-то ему. Ну, а Владимир Ильич, кроме идыша и кроме русского и кроме украинского, он не знал других языков. Да, вот и он водил, показывал, и в результате, значит, Фейхтвангер написал панегирическое произведение «Москва 1937», а мой тесть, я так подумал и понял, что он получил гораздо больше, этот тесть, потому что он остался жив в 1937 году. Его не забрали и не убили. Хотя он уже занимал какое-то место там, его даже избрали депутатом горсовета в Москве. Вот. Но, очевидно, подумали о том, что да, вот Фейхтвангер узнает об этом, узнает и напишет. И что? Что подумают? Вот так слышно? Да. Да, положение, значит, моего тестя было относительно неплохое, но когда началась война, он получил броню, как депутат, там еще что-то там было. Вот. Но он поступил простым образом.
Он отправил в эвакуацию всю семью. Про это я говорить не буду, как они там ехали. Мне жена рассказывала, что ей ночами снилось много лет, как их бомбили, когда они что-то переезжали. Вот. И сам пошел добровольцем и отслужил, значит, все время войны. Вот. Больше того, он даже после окончания войны их отправили в Китай, вернее, на границу с Китаем. С одной стороны были советские и китайская 8-я армия, если кто-то помнит, знает. Вот. А с другой стороны, да, значит, с другой стороны были японцы. Вот. Но тесть мне довольно интересно рассказывал о том, как там все происходило, какие были китайцы. Это вообще конец света, но, к сожалению, это будет слишком много тем. Да. И рассказывать об этом я не буду. Вот. Я 2 слова скажу о том, что он рассказывал о войне. Он был, в общем-то, не рядовым. Он был политруком батальона танкового. Он был командиром танка, и он, так сказать, участвовал в боевых действиях как обычный танкист. И вот одну историю я расскажу, он мне их несколько рассказал, но одна достойна внимания. Вот, значит, когда уже были под Берлином, вот, и был какой-то канал, через который сохранился мост, и с одной стороны были немцы, с другой советские, и было ясно, что мост заминирован. Это, так сказать, было очевидно. Вот. Но тонкость заключалась в том, что было совершенно неясно. Дело в том, что вот и в море такие мины были, и противотанковые были такие же мины. Какие? Вот часто минировали так, что первый танк или корабль, проходящий сверху, вызывал взрыв, а бывало и такое, что настраивали на 2-й танк, а то и на 3-й. И вот эта вот игра нервная. Вот. Попробуй угадай, командир подразделения, например, вот, никто не знал, когда взорвется этот мост, вот, и кто погибнет. Вот. Но, значит, предыдущие случаи были разные. Вот. А в этот раз первым пошел политрук на своем танке. Он рассказывал мне, я, говорит, пошел и прошел. А следующим за мной шел командир на своем, пошел, взорвался и погиб. Вот. Он мне там в деталях все рассказывал, я, естественно, этого рассказывать не буду. Вот. Он очень, для него его гибель была очень тяжелая, они были очень близки. Вот. И они остались на чужом берегу. И я говорю, так как же вы? А он говорит, для него это не было удивительным и даже интересно. Ну как, все очень просто, говорит. Пошел вдоль канала этого, вот, стрелял, когда надо, и потом соединился со своими. Все окончилось благополучно. Надо сказать, что Владимир Ильич был очень интеллигентным человеком и очень большим честюлей, и очень честным. Знаете, это тоже особый разговор, почему он таким честным был. Но в значительной степени, будем откровенны, все
прошли через 1937 год, до этого и после этого, и знали, что жизнь каждого висела на волоске. И все находились в страхе, а многие в панике и в ужасе. Он держался, но страх был. И выражался он, в частности, в том, что он не позволял себе кроху даже сделать того, чего делать нельзя. Он за 4 года войны он прислал домой только то ли одну, то ли 2 посылки. Вот, одна, значит, была на день рождения дочери, то есть будущей моей жене, значит, какие-то 2 платьица детские. Вот. Но другой вопрос, что эти платьица были таковы, что она их помнила всю жизнь. Вот. Ну, еще какая-то фигня типа мишки. Вот. В то время как другие отправляли в Россию вагонами. Он не позволял. Я думаю, что здесь не только страх был, это была натура еще его такова. И поэтому, в частности, я верил в то, что он мне рассказывал. Он не позволял себе соврать нигде, и в том числе в этих рассказах о том, что происходило. Да. И вот такая история была. Но это еще где-то в середине войны, может быть, 42-43 год. Вот их часть оказалась под Москвой, разместилась там вот временно, что-то 2 дня. Из одного места их переслали в другое. И Владимир Ильич позвонил своей жене, вот, приезжай, и она была под стать ему, такой же чистюлей, такой же, если не больше, интеллигентной женщиной, но потом мы еще о ней поговорим. Вот. И она это рассказывала уже, она говорит, я подумала, а что я могу привезти им? Ну что? Ну, она какую-то еду нашла, и смейтесь, не смейтесь, она взяла 2 флакона одеколона, потому что, говорит, в условиях войны, ну где мыть руки перед едой, мать честная? И она взяла эти 2 флакона и помчалась, значит, навстречу, встретились. Они встретились, а, значит, все, что она принесла, все снадобье, значит, еда и прочее, было поставлено на стол. Братья-офицеры, друзья, вот. Ну, давай, Володька, чего там есть? И они-то ждали, ну, хоть одну бутылку, а там флаконы. Проблем не было. Они взяли, один из них отстрелил верхушки флаконов, чтобы легче лить было, налили и выпили. Анна Самойловна была в шоке. Да. А я говорю, Владимир Ильич, что же вы ни разу водку во время войны не пили? Он говорит, как не пил? Пил. Когда же вы пили? Говорит, когда в Берлине были и объявили победу. Мне, говорит, налили полный стакан. Я его выпил и отключился. Естественно, да. А утром разбудили едва и направили их на Прагу. Ну, что там с Прагой было, вы, наверное, может быть, знаете. Ее взяли и наши войска, и там часть войск этих самых власовцев. Ну, об этом мы говорить не будем.
Вот. А их часть, вот, значит, посадили в вагоны и направили на Дальний Восток, как я уже говорил, на границу, китайскую границу, воевать с японцами. Ну и вот, значит, там много чего рассказывал про этих китайцев, которых не кормили солдат. Раз в день, днем, их отпускали в горы, и они там ловили всякую живность, какую-то траву находили, вот, и этим они питались. Вот, а, говорит, форма у них была сделана из мешковины, он так определил. Ну и так далее, там много всякого любопытного нам сейчас, особенно на фоне того, что происходит с Китаем в настоящее время. Да. А, значит, вот во главе этой 8-й армии стоял Мао Цзэдун и поначалу его конкурент, кто об этом знал, раньше никто об этом не знал и не писали, вот, Чжу Дэ, который потом понял, что ему не победить. Короче, они договорились с Мао, и Чжу Дэ стал командующим войсками вот этой 8-й армии. Ну, а потом он стал министром обороны или там военным министром. Да, а случай, значит, к которому я подвожу, был такой. Стало быть, должно было произойти совещание совместное. Командование советскими войсками местными и командованиями в этой самой 8-й китайской армии. Собрались, огляделись, и вдруг с ужасом обнаружили, что нет переводчика. Уж как, почему? Факт. Не было переводчика. Вот. И тут произошло то невероятное, что Владимир Ильич рассказывал мне в деталях. Он говорит, подходит ко мне главнокомандующий, к нему, главнокомандующий китайскими частями, значит, Чжу Дэ, вот, и обращается ко мне одним словом, спрашивает, аидлык? Ну, я не знаю, те, кто знают хоть чуть-чуть, идыш должен понимать, что это такое, а так я объясню. Аидлык – это… А Владимир Ильич был такой утлый и небольшого росточка, и поэтому, очевидно, поэтому Чжу Дэ обратился к нему именно так. И оказалось, что Чжу Дэ прекрасно знает, прекрасно говорит на идыше. И они устроили этот перевод. Значит, Чжу Дэ слышал китайскую речь, переводил ее на идыш, Владимир Ильич переводил этот идыш на русский и наоборот. И все устроилось. Вот. Вещь совершенно потрясающая. Почему? Ну, китайский этот самый маршал со знаниями идыша, откуда что? Ну, я полез искать, выяснять, что такое, в чем дело. Ну, в очередной раз обратился поначалу, ну, думаешь, быстро, чтобы все сделать, узнать и забыть. Искусственный интеллект мне сказал в очередной раз, да фигня все это, не может этого быть, нигде этого не написано, и ничего этого не было.
Вот. Тогда я стал изучать биографию этого Джуде. И оказалось, что Джуде был, ну, там функционировал он хорошо, как в этом самом, в Китае сначала, а потом так получилось, что он уехал в Европу, и он учился в университетах Европы, во Франции, в Германии. Он по собственной инициативе встречался с генералами и французскими, и немецкими. Вот. То есть этот человек обладал хорошей головой. Он прекрасно знал языки и овладевал ими. Но идыш, ну, конечно, немецкий кое-что, но такие слова, как, например, «аидлык», не каждый немец знает. Вот. И тут я, значит, читаю дальше, и оказывается, что из Германии он уехал в Россию, а он же был коммуняка, коммунист. Вот, и здесь он, в России он продолжал, значит, свое образование, и, в частности, он посещал курсы. Ну, какие-то такие курсы были специально сделаны для военных, иностранцев, коммунистов. И он посещал эти курсы где-то около года. Под Москвой они находились. Значит, в селении, я не знаю, как это назвать, деревня или что там было, Малаховка. Сейчас это уже Москва. Я не знаю, знает ли кто-нибудь об этом из здесь присутствующих. Малаховка. Вот, ну, ребята, я москвич, и эту Малаховку знаю очень хорошо. Кстати, вот у нас из Малаховки есть Черников, нам известный. Вот, к сожалению... А вот и мы. И он может подтвердить, но его тогда еще не было, когда были эти курсы. Вот. Да. И вот он посещал эти курсы, и вот он жил в этой Малаховке, а Малаховка был центром, где жил колоссальный процент евреев. И до сих пор там они живут, там синагога нынче и прочее, была она. Вот. И там был еще и не только по процентному содержанию, так сказать, еврейский центр, но там был еще и интеллектуальный центр. Там были много деятелей искусства. Вот. Но я до деятелей искусства не дошел, я сразу сообразил. Я помню, когда я работал, значит, на корабле и давал советы вновь приехавшим, как изучать, в частности, язык, я говорил, самое лучшее – это найти немецкого шпрахпартнера, в частности, для мужчин немецкую шпрахпартнершу. Вы не понимаете, что я сказал? Это значит, что немку, для которой язык немецкий родной, и если ты, подлец, будешь с ней дружить, то она тебя этому языку и обучит. Вот. Даже я советовал там в университете, есть такая черная доска в одном здании, при входе прямо справа, как сейчас помню, вот, туда, там, значит, на этой доске Шварцебретте, значит, пришпиливали всякие просьбы, предложения и прочее. И вот, в частности, я говорю, вот возьми и пришпиль туда. Вот я ему давал фразу, ищу там немецкого шпрахпартнера. Вот. И у меня сразу в голове возникла идея, что
у этого самого Джуде была еврейская шпрах-партнерша. Он же молодой человек относительно. Вот, приехал в чужую страну. Вот, и, может быть, он хотел язык подучить, а может быть, он просто хотел пообщаться с девушками. А здесь были еврейские девушки. И он, значит, вот с ними общался и познал идыш. Но здесь вот мне подсказал искусственный интеллект, да, что да, то да. Очень редко, но они вносят какую-то лепту. Он сказал мне вот что идыш был в те времена языком общения для разных наций. То есть приезжали вот на такие курсы, на экономические курсы, на любые другие курсы в Москву, они были не только в Москве. Вот, значит, представители других стран, которые не знали языков, кроме своего, и идыша. Евреи они были. И вот на идыше они хорошо общались. Вот, возможно, поэтому этот Джуде, который обладал этими способностями, такими великолепными, и овладел идышем. И мог участвовать в этой интермедии, о которой я вам рассказал на совещании. Но у меня была, значит, и другая идея. А может быть, он был все-таки еврей? А почему, собственно, нет? Ведь в этой 8-й армии был уже в руководстве министром один еврей. Значит, это министерство медицинское. Я не помню, как оно там называлось, естественно. Вот. Но вот он какими-то судьбами попал туда. Его Мао Цзэдун сделал ни больше, ни меньше министром, потому что он обладал колоссальными организаторскими способностями и настроил всю гигиену, все медицинское обслуживание в этой самой китайской армии. Правда, потом он благополучно оттуда смылся, но это уже другой разговор. Я стал искать фотографии этого самого Джуде. И вот в одной фотографии увидел, что он там выглядел совсем не китайцем. А вы себе представляете себе, что китайцам, вот, например, как рисовали Ленина. Я даже одно время помню, я много ездил по командировкам по стране и видел, как национальные и местные изображали Ленина. Вот. В каждой стране, в каждой республике он был, в Казахстане казахом, в Узбеке узбеком, и даже в тибетеечках там и все такое прочее. То же самое творили и китайцы, я так понимал. Вот. А вот в одном месте он, не то чтобы совсем был евреем, но очень мало был китайцем и вполне на еврея походил. На этой неопределенности я этот вопрос окончил. Вот. Что-что? Все просят, значит, Громче. все просят или перерывы, или мы закончим через 10 минут. Скажем. Через 10 минут? Да. Через Потому что у меня осталась одна тема. Очень тяжело без перерыва. На 10 столько. минут. Давай, я не знаю, как хотите. Нет, 10 минут, да. 10 минут. 10 минут. 10 минут и закончим. Засекаем 10 минут. Но я вас уверяю, Даем 10 минут. эта тема последняя, это вишенка на торте. 10 минут. Да. И эта вишенка, почему она такая, что дело в том, что речь пойдет о людях, которых вы все знаете. Да. Но перед этим я скажу, что, значит, речь идет о семье моей тещи.
Она была Анна Самойловна, на самом деле она была Элька Шмулевна. Этот человек исключительный был. Это была, знаете, аристократ духа и ума. Она была исключительно умным человеком. У нее, про предков не буду говорить, кто у нее были. С Украины. Она училась в каком-то задрыпанном сахарном техникуме, закончила его, приехала в Москву и спокойно поступила на мехмат университета. Вот вы удивляетесь, я тоже, когда услышал, я очень удивился. Вот. Я вам скажу, что поступить туда трудно, это не то слово. Это едва ли возможно. Вот у них на потоке было 2 девочки. Она и дочь там этого самого какого-то крутого ученого. Но когда проходили лекции, это преподаватели рассказывали. Когда один раз расскажешь, второй раз расскажешь, бесполезно. Тогда вызывали эту самую Перельман, фамилия у нее была Перельман. Вот. И она объясняла так, что всем все было понятно. Она, во-первых, сама понимала, а во-вторых, вот. И вы знаете, я там еще могу много всяких вещей рассказывать такого типа, но не буду, времени нету, и сил уже нету. Заканчиваю тем, что с ней связаны 2 легенды. Вот с ней, с ее семейством. Вот. Одна из них началась где-то 150 лет назад, закончилась в Гамбурге, а вторая и началась, и закончилась здесь же, в Гамбурге. Так вот, первая легенда. Это вот люди технического плана должны знать это имя. Перельман Яков Исидорович. Это автор занимательной физики, занимательной математики, чего там только занимательного не было. Вот. И якобы, значит, возникает связь между ним и моей тещей. Она рассказывала такую вещь, что вот якобы, значит, вот у них в их местечке, который был, в общем-то, небольшой город, была такая легенда о том, что проезжал мимо них царь. Вот. То ли Александр III, то ли Николай II, я не установил. Вот. И, как всегда, как в России, принято было население, значит, писало прошение вот, со своими делами, со своими просьбами. Вот. И евреи написали. А для того, чтобы, значит, изобразить эту просьбу на бумаге, они взяли одного своего члена их банды, коллектива, значит, этого самого Якова Перельмана, у которого был потрясающий почерк. Вот. И он этим потрясающим почерком написал это воззвание, его отправили царю. И что же? Царь увидел это письмо, этот почерк, офигел и говорит, а позвать этого самого автора этого почерка. Ну вот это уже было в Петербурге, его привезли туда, его одели, помыли, одели очень модно, современно, постригли и представили пред светлые очи. Ну, царь, значит, был несколько разочарован, но разрешил ему жить в Петербурге
и так далее. Значит, но больше, значит, никаких преимуществ он не получил, остальное он делал все сам. Якобы это был Яков Исидорович Перельман, и якобы он был родственником, значит, вот что-то мы вот сидели, вычисляли, приблизительно какой-то он дядей был. То ли двоюродный, то ли троюродный, я не помню уже. Я же не знал, что я буду вам докладывать все это. И не запомнил. Так вот. Ну, все к этому и сами рассказывающие относились к этому очень спокойно, к этим рассказам. Ну, мало ли, легенда семейная, местечковая. И тут однажды Элла, моя жена, она историей не очень интересовалась, но единственный был у нее автор, которого она читала. Это Эдельман Натан. Вот. Знающие люди знают. Да. И вот он, этот самый Эдельман, он вытаскивал какие-то детали, которые никому не были известны, которые очень любопытны. И вдруг она кричит: «Не иди сюда!» И читает мне, что, оказывается, Николай II и Александр III, возможно, и второй, но это я уже не помню просто, они обожали, значит, ручные письмена. И больше того, вплоть до того, что некоторые вещи им из печатного вида переписывали, чтобы они с удовольствием читали это все, написанным от руки. Вот. То есть появился факт, так сказать, угловой, так сказать, узловой, который подтверждал эту легенду. Конечно, ни в одной энциклопедии вы этого не прочтете. Конечно, искусственный интеллект сказал мне: «Ты что, с ума сошел? Какие там?» Да. А я... 3 минуты. 3 минуты. А я уже почти закончил. Сейчас и на 3 минуты. У меня еще одна есть личность, еще один Перельман. Григорий. Значит, Григорий Перельман. Ну, Григорий все знают о нем, который, значит, решил... Отказался. Да, который отказался от миллиона, так будем говорить, чтобы всем все было ясно. И что? Здесь у нас, это было довольно давно, была одна очень хорошая знакомая, мы жили недалеко друг от друга, общались. И однажды зашел разговор, и она говорит, что ее дочь, с которой мы тоже были хорошо знакомы, она училась в одном классе с Гришей Перельманом. И все было известно о том, что этот самый Гриша Перельман был тоже каким-то то ли двоюродным, то ли каким-то троюродным внуком Якова Исидоровича Перельмана. Она говорит, ну что, это так сказать, 100%, это... Вот. Отсюда я сделал вывод о том, что моя супруга и моя теща были, ну, не совсем такими в лоб прямыми родственниками этим двум великим личностям. Вот. Но еще один фактор – это незаурядный ум моей тещи и не менее заурядный ум моей жены, умершей. Я вас благодарю. Спасибо. Вопросы есть? Вложился. Что? Вложился во благословение. Я рад. С кем-то, вы лично с каким-то Перельманом виделись, да? Ну, тещу, да? Нет, тещу вы знаете. Вы знаете, Перельман – это настолько распространенная еврейская фамилия,
что если вы откроете, если они еще существуют, эти самые гербелисты немецкие, посмотрите там, где находится Перельман, фамилия, несколько страниц. Это только немецких. А если еще с Адамом, А? с Адамом, что мы все от Адама произошли, можно еще больше. Не исключено, что Адам был Перельманом. Кто же знает? Спасибо большое. Спасибо всем за терпение. Я хочу сказать, что у нас произошел, конечно, конфуз. Мы были уверены, что будет у нас автоматический перевод на немецкий или хотя бы на английский. И в кои-то веке к нам пришли немцы. Да. И видите, один был инвалид, но мы его знаем. Но я ему пообещала вот наши книги, которые были, и наша книга, которая будет на немецком языке, так что будет все в порядке. Спасибо вам огромное. У нас есть угощение, да, и мы сейчас как-то скомпенсируем наш конфуз. Спасибо вам огромное. Спасибо докладчику. Спасибо. Спасибо вам. Да. Пожалуйста, За у нас терпение. там пироги, да, за терпение. Чай, кофе, пироги, пожалуйста. В любом количестве, в любом виде. Печенье, конфеты. Да. Да.